Мы рады видеть вас на нашем канале 10 лучших островов для отдыха. Канал назвали не случайно. Мы поставили перед собой цель побывать и посмотреть первую десятку лучших островов для пляжного отдыха согласно рейтинга. И, естественно, нашими поделиться впечатлениями с вами. На данный момент вы уже можете посмотреть прекрасный остров Лангкави в Малайзии, Филиппины, Шри-Ланку, ну и, конечно, Таиланд. Проработав кучу информации в интернете, мы пришли к выводу, что самый красивый остров и самая чистая вода, конечно, на Семиланских островах. На втором месте стоят острова Пхи-Пхи. И чтобы не быть голословным, в конце ролика я приложил несколько вырезок чистоты воды на острове Пхи-Пхи и, скажем, Краби, откуда мы отправлялись. Ну а данное видео будет интересно особенно тем, кто собирается с Куала-Лумпура отправиться на острова Пхи-Пхи. К сожалению, прямых рейсов на Пхи-Пхи не существует по причине того, что на острове нет аэропорта. И, как правило, заграничные гости прибывают в аэропорт Краби или Пхукета, и оттуда уже на пароме доплывают до острова Пхи-Пхи. Но имейте в виду, что последние паромы, что с Краби, что с Пхукета, отправляются в 15 часов. У нас и встала дилемма, куда лететь, на Пхукет или на Краби. Проработав интернет-сообщество, мы поняли, что если мы летим на Пхукет, то от момента приземления самолета до последнего парома у нас всего 2 часа. Но, к сожалению, там огромные пробки, и можно по часу застрять в этой пробке. Если вы летите на Краби, то разница между прилетом самолета и последним паромом всего час. Но там и вообще нету пробок. Какой-то более-менее толковой информации по времени от аэропорта до пирса в Пхукете не было. Так же, как и от аэропорта до Краби пирса. Мы взяли Google, посмотрели. Google давал, что от Пхукете, от аэропорта до пирса час 10 времени, а в Краби, получается, от аэропорта до пирса 22 минуты. На этом мы решили. Мы решили рискнуть через Краби. Но заранее забронировали трансфер в одной конторе, чтобы было такси и паром до острова Пхи-Пхи. Этим мы не ошиблись. Видео нашего путешествия от аэропорта до пирса мы уже выложили, посмотрите. Ровно получается 25 минут езды. Итого у нас получилось 10 минут было на прохождение таможни, плюс 25, то есть 35 минут. И в запасе у нас было 25 минут. Но, к сожалению, самолет немножко задержался. И то, что мы забронировали трансфер в одной конторе, такси и паром, это нам немножко повезло. Когда сели мы в такси, водитель позвонил на пирс, предупредил, что мы задержимся, и паром задержали на 12 минут. Архипелаг Пхи-Пхи представляет собой группу из 6 островов, расположенных в провинции Краби у юго-западном побережья Таиланда. Первоначально на главном острове архипелага Пхи-Пхи-Дон было всего небольшое рыбацкое фермерское хозяйство. Но в середине 1980 года острова Пхи-Пхи превратились в один из центров международного туризма. Здесь очень много отелей, ресторанов, кафе, дайвинг-центров, магазинов и других достопримечательностей для туристов. А когда в 1999 году здесь был снят фильм «Пляж», который снимался в заливе Май-Бэй на острове Пхи-Пхи, это вообще подняло бум туризма. А сейчас вы видите, как мы отправляемся от пирса Клон-Джелард на остров Пхи-Пхи-Дон. Идти на пароме примерно час 20, час 30, в зависимости от погоды. Паром прибывает в деревушку Тонцай, где основные все кафешки, отели, рестораны. И если вас громкая музыка до 2-3 ночи не мешает, можете взять там отель. И хотели бы вас сразу предупредить, купаться там не получится. Самый лучший пляж на острове Пхи-Пхи-Дон – это пляж Лонг-Бич. Там на первой линии находится 5 отелей. Мы советуем отель Парадис Пирам Бунгало. Ну и как вам разница воды между Краби и Пхи-Пхи? Подписывайтесь на наш канал 10 лучших островов для отдыха. До скорых встреч!